Итак, первая точка, я отмечаю, насколько низко в зоне переносицы будет у нас бровка. Я проверяю все свои точки. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. У меня будет такой же мягкий переход. Она же вот вся красная. Всем привет! Сегодня к нам приехала наш амбассадор Екатерина Королевишна из города Ярославль. Меня зовут Елена Нечаева, но вы, наверное, это знаете и так, раз вы на моем канале. Кстати, если вы вдруг его увидели просто и не подписались, подпишитесь, потому что мы сейчас каждую неделю будем снимать новое видео с новым нашим амбассадором, который расскажет и покажет все свои нюансы работы во всех существующих техниках, на всех зонах в татуаже. И сегодня Катя покажет нам процедуру на бровях в волосковом методе. И тут что-то пошло не так. К нам пришла модель с настолько волосатыми бровями, что использовать волосковый метод совсем бессмысленно. Поэтому мы сняли сегодня для вас мастер-класс в технике растушевка, использовали минералы. Работать она будет, естественно, нашими пигментами, NE Pigments, и все покажем и расскажем в процессе, начиная от эскиза и заканчивая вообще конечным результатом, и обязательно покажем зажившую работу вам. Инстаграм Кати вы сможете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь, наблюдайте, обучайтесь. Это второе видео сегодня. Первый видеоурок мы сняли. Перейдите по ссылке, посмотрите обязательно это видео. Оно про губы. Так, мы переходим к эскизу. Значит, эскиз я рисую белой ручкой. Просто белая ручка. Где ты ее купила? Это что за ручка? В обычном канцелярском. То есть это обычная вообще ручка для письма. Никакая не специальная, не для татуажа. Так, что мы делаем первым делом? Эскиз вообще я рисую по 4 точкам. То есть я отмечаю 4 точки, потом смотрю симметрию и продолжаю рисовать дальше. Никаких чертежей на лице я не делаю, никаких циркулей не использую. Итак, первая точка, я отмечаю, насколько низко в зоне переносицы будет у нас бровка. Здесь я ориентируюсь на ее рост, в принципе. Единственное, что всегда рост он бывает разный. Брови могут расти еще ниже, мы такое встречаем. То есть бровь должна быть в плоскости все-таки лба, а не уходить вот туда в глазницу. То есть мы щупаем, изучаем строение лица нашего клиента, чтобы вот там вот бровь не сидела, вот здесь. Иначе будет хмурое лицо. Да, здесь и по краю прям брови ходят, да, они уже почти создают. Они хотят туда забраться, да. Дальше следующая точка, насколько высоко будут наши бровки расти. Клиент нам уже высказал свое пожелание, что она хочет уголочки все-таки оставить достаточно выраженными, поэтому мы ориентируемся на рост волос. Пока я не смотрю. Выше-ниже какая находится. Я думала, ты отмечаешь по высоте там. Нет, я сейчас отметила на глаз, но я не смотрю ровно-неровно я отметила. Хвосты. Ориентир для хвостов у меня всегда вот здесь, если пощупать, пальчиком, у нас у всех есть ямочка. Как бы там какими-нибудь чертежами, которые вообще существуют, все эти схемы рисования бровей, но всегда бровка уходит в ямку. Всегда она через нее проходит хвостиком. Вот я эту ямку пощупала, отметила. Да, ты нашла ямку. Это получается, когда вот эта вот кость и висок, да? Вот здесь, да. Вот прям щупать, она очень хорошо прощупывает. Да, идет вот эта вот бровная дуга. Вот, оп. И она кончается прям такая в ямку. То есть щупаем клиента. Но бывает такое, что рост брови идет чуть выше этой ямки. Мы не опускаем. Мы прям смело доверяемся росту брови. Если они здесь выше растут, классно, супер. То есть дополнительный эффект лифтинга получается. Отметили одну и отмечаем вторую. Горизонтальными линиями, штришками это все делаем. И теперь мне важно отметить, насколько близко будут наши брови расти. Да. Ориентир для меня всегда слизнячок глаз. То есть я смотрю вообще положение глаза клиента. Нормально посаженные, близко или широко. В норме, когда я вижу нормальную обычную посадку глаз, я ищу слизнячок, над ним приподнимаюсь топ-топ-топ наверх, визуально. И к серединке плюс пару миллиметров. И второй глазик также.
отметила примерно. Если у меня посадка глаз, допустим, широко расставленные глаза, брови чуть-чуть сближаю. Чтобы не делать, то есть компенсировать я должна вот это большое расстояние. Близко посаженные глазки, немножко брови могу подраздвинуть. Для чего? Чтобы не делать вот здесь вот все лицо, ну, как в кучу. Здесь ты бы отнесла глаза к близко посаженным? Нормально посаженные. Ну, вот сейчас визуально я смотрю, нормальная посадка. А расширять ты имеешь в виду расширять? То есть ты бы выщипала даже головки бровей, если кажется, что глубоко посаженные? Ну, насчет выщипала, не знаю. Я еще смотрю, бывает, на внешность вообще клиентки, какая она. Бывает, что это, ну, ее фишка. И теперь мы посмотрим, проверим симметрию. Для этого я беру телефон, смотрим на меня, расслабляем мышцы лба. Прям расслабились, выдохнули. И глазками смотрим на меня сквозь телефон. То есть, что я фотографирую? Мне нужны ее глаза и брови. Глаза просто смотрящие на меня. Телефон максимально ровно я к ней выставляю. Чик. Фоткнули. И открываю просто сетку, разметку. Для меня глаза — это линия горизонта. Я выставляю зрачки просто на один уровень, на одну линию. Исходя из этого, я теперь понимаю, что все горизонтальные линии, они для меня как ориентир. Поэтому ты рисуешь их горизонтально. Да. И я проверяю все свои точки. Я вижу, что вот эта бровь чуть-чуть пониже на долю миллиметра. И прямо сейчас я ее хочу чуть-чуть приподнять, скорректировать. Слушай, вопрос у меня сразу. Ты, получается, симметрию смотришь в отрыве от лица только по глазам. Глаза бывают на разном уровне сильно. Как быть тогда? Ну, если я увидела это, то вот золотую середину я пытаюсь искать. Как бы когда у меня нет каких-то особенностей во внешности клиента, то Будешь ли ты удалять там волоски? буду. Иногда, кстати, бывает, что вот этот волосок убираешь, а он вот заполнял собой. То есть там надо смотреть тоже, да? Важные, неважные волоски. То, что может и не мешать даже после того, как ты сделаешь уже. Так, следующую точку я проверяю и вижу, что вот эта бровь у меня чуть повыше нарисована. Сейчас я пока ее не буду задирать, вот я ее тоже поуспокою. Тут же кистью я подтерла ненужное. Проверяю хвостики. Ну, хвостики тоже вот эта линия чуть-чуть, там на долю миллиметра я ее приподниму. В принципе, мы это можем сделать. Ты же могла здесь один опустить, один поднять. На что ты ориентируешься, чтобы вот... На рост волосков. Они растут, уже чуть повыше того, что я отметила. Если бы они были ниже, росли бы ниже, возможно, я бы опускала, да. Потому что, терять сами волоски тоже не очень хочется, вот эту плотность. Бывают работы, брови росли, да, такие опущенные. Но бывает они реально опущенные, просто форма вот глазницы, она такая треугольная. Ну и бровь ее как бы повторяет, что выдирают бровь и рисуют вот где-то в воздухе. Я считаю, это не очень красиво. Так, и теперь вот эти линии мы проверяем. Вертикальные линии я выставляю в слизнячки ее глаз. Глазками поднимаюсь наверх. И вижу, что одна бровь у меня чуть-чуть поближе. Так как я уже говорила, что глаза нормальные посадки, и мы от слизнячков еще пару миллиметров, обычно двигаемся, да, к переносице, значит, вот эту бровку, вот это я просто придвину тоже немножко вперед. В принципе, все. И теперь я понимаю, что мой эскиз, он ровный, симметричный. Ненужное я тут же подтираю. Теперь я должна определить для себя длину брови, да, насколько она будет длинной. Опять же щупаю, вот она ямочка, в середине ямочки будет кончаться бровь. Первый метод. Как еще можно определять? Когда мы смотрим на клиента прямо, мы же видим вот эту вот часть, да, до волосистой части головы. То есть вот этот отрезок.
для себя. И если мы его визуально тоже поделим как бы пополам, хвост он будет, ну, в принципе, тоже всегда там. Ну, за исключением какого-то полного круглого лица. Отметила, да, я для себя длину. Теперь отмечаю точку излома. Ну, это примерно либо 2/3 брови, да, расстояние, либо расстояние над глазки. Вот глазками смотрим, да. Если мы видим вот этот вот белочек, который у нас после радужки остается, мы его делим пополам. И обычно, да, на этой половине или чуть ближе к радужке, ну, где-то там гуляет у нас тоже точка излома. Но мы ее еще сейчас проверим. Сейчас я переношу этот отрезок с помощью салфетки на вторую бровь, что мне дает одинаковую длину. И точку излома также я переношу. Теперь я прошу нашего клиента, вот поднимите брови вверх, вот прям поиграйте бровями, да, вот удивление. Я смотрю натяжку мышц. Вот напрягите прям вот, да. Мы видим, как мимика и как заминает мышца кожу. То есть, чтобы излом он был там. Если ботокс тебе мешает в этом случае? А даже когда ботокс, все равно видно вот эти телодвижения, да. Давайте еще на меня. Ну, в принципе, да, все логично. То есть я смотрю, чтобы логично эти брови у него поднимать. Ты имеешь в виду, что ты можешь нарисовать излом там, где вот этот изгиб мышечный не идет, да? То есть ты сейчас убедилась, что ты в правильном месте нарисовала излом. Да. Все меня, в принципе, устраивает. Теперь мы задаем толщину брови. Ну, толщина для нас это то, как они у нее, в принципе, и растут. Толстых бровей не хотите, я думаю? Нет, если можно. Задали толщину и просто начинаем соединять эти линии прямыми отрезками. Оп. Прям максимально прямыми скругляем мы только в точке излома. Вот здесь вот я взяла, оп, и скруглила. Для волосков, для растушевки одинаковый рисунок. Да, то же самое. И параллельно, извини, прерву, или к излому сужаешь? Излому сужаю, немножко сужаю. Кожу натягиваю всегда, когда я отрисовываю все вот эти линии. Чем точнее, чем чище будет эскиз, тем более комфортно будет его переносить на кожу. То есть мы не делаем какие-то вот... у новичков, да, бывает проблема, вот такие вот линии толстые. И где вести, где переносить контур, как бы никому не понятно. Максимально четкий, максимально тонкий и чистый. Что значит чистая? Линия не рваная, не махристая. Для этого как раз мы вот натягиваем. Вот я провела, и все лишнее сразу подтерла. Опять же, когда я клиенту сейчас дам зеркало, ей будет легче воспринимать вообще всю картину. И со второй бровью то же самое. Вот я поднатянула пальчиком кожу и повела. Здесь то же самое. И также следим за положением руки. То есть бывает мне неудобно из вот этого положения вести на этой брови. Я просто перемещаю руку. Я могу сначала даже пунктиром себе наметить, потом соединяю. И нижнюю линию также я пунктиром намечу. Проверю, не увело ли меня куда-нибудь. Да, все отлично. Повторяем эту линию. Здесь я также подтираю. Подтираю, убираю все лишнее. И последний штрих.
здесь просто делаю скос. Ну, градусов на 10. 7-10 градусов. Чтобы начало брови было мягким. Так. Когда я подтираю, я также натягиваю кожу. Начинаем, ведем с головки. Я делаю замах. Я чувствую, я коснулась кожи, что я в коже. И начинаю просто закрашивать. У меня сейчас неплотные, размашистые штрихи. То есть сейчас первая задача просто открыть, ранить кожу. Ну и оставить остаток цвета. Мастерам, начинающим, я рекомендую на этом этапе тут же проверить имплантацию, если пигмент нет, на какой глубине вы работаете. Как это делаем? Просто подтираем. Подтираем и смотрим, есть ли краска в коже. Вот я подтерла, я вижу пиксели, что она есть. Также смотрим, не заглубляетесь ли вы. Как это понять? При заглублении пигмент сразу выглядит серым, и капли краски, они очень большие, ну и достаточно темные. Мы должны видеть мелкую россыпь пигмента. И я также иду движениями туда-обратно. То есть я крашу в обе стороны. Заранее, зная, какой будет у меня рисунок брови, да, мы же заранее заведомо темним нижнюю часть брови, головка и верх брови у нас всегда более мягкий, более прозрачный. И сейчас на этапе, когда я уже переношу эскиз, я нижнюю часть брови штрихую более плотно, часто. Когда я двигаюсь кверху, мои штрихи более разреженные, чтобы не загущать здесь и не создавать на первом же проходе плотную здесь линию, плотный закрас. Это ошибка многих мастеров. Ты регулируешь насыщенность не нажимом, а Количеством, да, и плотностью штрихов. Нахлёст у меня 50% блоков. Так, хочу звук дать послушать. То есть такие достаточно плотные, хлесткие штрихи. Это потому что это минерал, или ты также и на гибридах работаешь? Потому что это минерал. Если бы это был гибридный пигмент, я бы нажим, ну, он был все-таки чуть скромнее. То есть здесь я более смело крашу. Мы выбрали минеральный пигмент, цвет русый. При выборе цвета я ориентируюсь на, изначально меня интересует цвет ее волос, цвет бровей, если я вижу, что он не окрашен, например, натуральный. Ключевое это, конечно, цвет волос. Дальше я смотрю, клиентка сама какая, то есть бывают яркие девочки, бывают такие мягкие. Какой сам клиент по характеру, там, вообще ее облик. Нормально ты список учитываешь. Кто-то ходит, я вижу, бывает по клиенту, что ей надо, прям ярко, четко, чтобы видно было прямо издалека. А по кому-то сразу считываешь, что ей, даже грамм там лишнего цвета, она все сойдет с ума, и как бы я ее и визуально могу испортить. Так, вот первый проход мы сделали. Стираем. Стираешь ты водой, смешанной с мылом, да? Да, зеленым мылом. В данный момент у меня красное мыло. Зеленым мылом красного цвета. Да. То есть твоя задача на первом проходе прям зафиксировать уже форму. Зафиксировать, да, чтобы форма читалась. Ранить, открыть кожу.
И сейчас я нанесу сустаин. Ты видишь, там легло? Да. Пока он у нас будет работать, я, чтобы не терять время, пойду также переносить эскиз на второй брови. Ну, а будешь ли ты менять плотность там, с учетом того, как легло или нажим на второй брови? На второй брови, да, есть такой момент, что многие заглубляют, особенно вот этот переход, да, височной кости сюда, в лобную. Ну, от этой проблемы я лично уже избавилась. А так, да, как бы мастерам нужно и заново. Вот, например, я сейчас пошла, я должна снова проверить свой нажим. Если у меня имплантация, то есть я царапнула кожу, остановилась, подтерла, посмотрела, оценила глубину, не глубоко ли я работаю, остаток, есть ли он вообще. То есть ты там буквально точки увидела и все, да? Ты Да. ж не совсем мало сделала штрихов. Если меня все удовлетворяет, я двигаюсь дальше. Если я вижу, я заглубляюсь, значит, я как-то смягчаю. У меня уже машинально в голове сидит тот момент, что вот здесь, на этом переходе, я уменьшаю нажим, более мягко двигаюсь. Потому что эта зона прям для заглубления самая идеальная, мне кажется, у всех. Я смотрю, ты начинаешь и сверху, и снизу, откуда пошло. То есть у тебя нету правила только снизу или только сверху, вот блоки Да, начинают. я закрашиваю блок, допустим, вот идет наша бровь. И я двигаюсь прям вот так. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Я не отрываю руку и не перемещаюсь каждый раз, допустим, например, сверху красить. И накладываешь наполовину на предыдущий, да, примерно? Да, наполовину. И при этом я научилась равномерно. То есть за какие-то пятна я вообще не переживаю. Ну а вот, например, ты себе учишь мастера, который будет у тебя работать, чтобы он не совершал ошибок. Ты будешь ему говорить, чтобы он, например, начинал только с яркой части? Потому что часто вот это первое прикосновение бывает уже таким критичным. Бах, и заглубились. А меньше видно, если ты начнешь там с середины брови или с нижней части брови, чем с внешнего контура. Поняла, о чем я? Так, да, я поняла. Сейчас я расскажу. Мы начинаем с хвоста все равно, например, вот эту бровь с хвоста, но хвост они начинают отрабатывать по-другому. Вот, например, хвост брови, и закрас они начинают вот здесь, отступив миллиметров 5. Вообще хвост изначально, он должен быть тоже мягкий. Головку мы делаем мягкую, и хвост тоже, чуть-чуть помягче. То есть закрашенных вот этих прям углов, там как крылья чайки, мы не делаем. Острых. Да, они начинают вот здесь вот работать, поцарапали, мы подтираем, смотрим, если все отлично, хорошо, она может сюда вернуться и более мягко там чуть-чуть подзакрасить. И дальше она ведет. Ну и получается также безопасно начать не с этого контура, а вот с яркой части, с нижней, да? А насчет нижней части новички должны отработать, опять же, вот это же упражнение. Они сначала отрабатывают контурную линию, прям до идеала ее дотачивают. Потом учатся делать вот этот градиент. Плотно, 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 на нет. Плотно, плотно, на нет. То есть, это обязательное упражнение у меня для всех. Научиться вот это делать, сводить на нет. Короче, ты не допустишь к работе на коже того, кто не умеет это контролировать, да? Да, а зачем? Клиент не латекс уже. Но мы же сейчас просто снимаем видео для всех, и для опытных, и для неопытных, и вот всякие фишечки для начинающих. Любые проблемы нужно даже отрабатывать на латексе. Я считаю, если у мастера не получается работать, какие-то затыки есть, садись за латекс и рисуй. Доработать руку до автоматизма. Ты так бесстрашно стираешь эскиз. Надо сразу основу. Вот так вот тоже. Зачем? За раз, оп, все. Да, я вижу форму хорошо. Вот здесь уже все у нас побелело. Разница такая по ощущениям, что в нажиме раза в 2 между гибридами и минералами. Так, примерно, в усилии, если говорить.
Ну, смелее, да. Да, Я даже не так жму, как я более смело, более резво, что ли. Больше сопротивления с кожей у меня получается. Работаешь ли ты пучками на бровях тоже какими-то, если есть у тебя? Пучками нет. Как-то мне они не это. Бывает пучком, я вот эту вот нижнюю часть закрашиваю, делаю плотность, но опять же на минералах, на гибридах, мне кажется, ну лично мое ощущение, что я могу наделать каких-нибудь пятен, увлечься где-то, потому что тоже нужно понимать, вот здесь кожа, она более тонкая. Сейчас я вижу эскиз свой, но чтобы мне не сбиться, чтобы максимально мне было комфортно работать, я для себя его еще более ярко повторяю, намечаю. Ты для этого не сажаешь, то есть ты уверена в форме? Просто ты чуть ярче? вижу. Ты имеешь в виду, когда кожа побелела, в первый момент ее видно очень хорошо, да, и ты отмечаешь? Мгм. То есть я для себя повторяю форму, потому что когда я буду всяко натягивать кожу, ну, я могу где-то уйти. И плюс контраст этот уйдет белой кожи, да? Я наметила. Теперь что я буду делать? Я буду уплотнять нижнюю часть, то есть максимально набирать цвет. Еще очень важно, кстати, очень интересно, головка брови у меня же должна быть максимально мягкая, не плотная. Чем ярче она будет, тем более хмурый будет клиент. Здесь я отступаю как бы сантиметрик, да, держу у себя в голове. И здесь делаю небольшую такую диагональ. Нижний треугольник, с него я начну набирать вот эту плотность. Это чтобы не заиграться, ты для себя отмечаешь, да? Также плотность, темноту я буду, то есть от верхней границы, ну, миллиметра на 2 я пока опущусь. В хвосте чуть меньше, так как он у нас уже. То есть вот все вот это пространство я буду темнить. Но темнить снова с градиентом. То есть на верхней части у меня будет такой же мягкий переход. Так, штрихи туда-назад. Начинаю я всегда со штрихов на себя. И следующий нахлёст уже туда-обратно. Это как бы для разгона, да, чтобы почувствовать кожу. Так, и ты начала с темного места, а когда ты в головку пойдешь? В конце я буду ее пушить веерочком. Другое направление штриха будет, да? Да, буду менять. И ты вытягиваешь на лоб кожу, да, чтобы... Я вытягиваю, да, как бы достаю кожу на лоб, то есть, ну, работаю на кости, катаю по кости, как по, не знаю, по мячику. Как пяльцы такое растягиваю. То есть делаю удобный для себя участок кожи. Прям вот подкручиваю. Ну, как на губах примерно мы делали, чтобы угол был 90 градусов, получается, да? Ты всегда под 90 работаешь, под углом не работаешь? Нет. Ну, под углом и пиксель не такой красивый, если это растушевка. Штрихи не считаешь количество? Как это, на глаз просто? Нет, уже все на глаз только. Раньше считала? Считала, я раньше считала их, когда у меня не было вообще плотности, когда я могла сделать 50 проходов, а цвета как бы смотришь, а вроде и нет. И сейчас я наблюдаю это, например, за учениками, им говоришь плотнее, плотнее, ближе друг к другу. И мы считали, что за бровь, да, за вот этот участок ее толщины, ученик там 10 штрихов кладет, а я, ну там, штрихов 50. Ну, вначале проще считать, чтобы понять. Да, и поэтому надо приучать себя считать. Вот им говоришь, что сделай хотя бы 30. И она делает. А потом это уже на автомате. А нажим ты как-то подбираешь под тип кожи? Да, я смотрю, какая она. Опять же, если пустая кожа, тонкая. Ну, пустая я имею в виду, что... Ну, возрастная, Ну, обезвоженная, загорелая летом бывает часто такая прям. Я там нажим делаю меньше. Не так смело. Кожа толстая, пористая, плотная. Там, ну, нужно поднажать. Нужно видеть визуально просто какой эпидермис.
Он же все равно разный по толщине. Чем толще эпидермис, тем глубже мы должны подзабраться. Вот, кстати, уже цвет у нас прям идет. И снова я себя проверяю и намечаю себе эскиз, чтобы не заиграться. Когда эскиз где-то плохо видно, мы обязательно должны посадить клиента и все проверить. Если ты сомневаешься, сажаешь, так? Все Да. четко, да? Сейчас я пойду штрихами косыми. То есть штрихи у меня- Из яркого места на воздушное, да? Да, направление штрихов будет вот такое. В одну сторону. Я начинаю штриховать от головки, но такими редкими разреженными штрихами. И я прошла тот сантиметр, который я отмечала от начала брови, и начинаю просто смело уплотнять. Более плотными идти от нижнего контура вверх. А как ты понимаешь, что надо остановиться на внешнем контуре? Вот просто на ощущениях, визуально смотришь на крошку эту, да? Чтобы не выскочить, знаешь, волнистую линию не создать. Ну, это опять же штрих, я не знаю. А, волнистая, что она будет... Один длиннее, один короче, поняла, да, бывает такое вот. А это я, кстати, делаю здесь, ну, специально сейчас пока. Ну, могу делать. То есть здесь должна быть дымка прям в никуда прямо уходить. Я потом ее буду еще дорабатывать, может, где-то там точечно, где будет хотеться. Там тоже есть такие фишечки, как себя проверить. То есть я прям закрашиваю бровь в середине и плавно выложу градиент наверх. Ну и сейчас я пройдусь еще немножко, положу внизу цвета, внизу брови. И буду наносить анестезию. То есть я вижу, уже все действие уходит, да, побеление кожи, оно пропало. Сделаем немножко плотность. Как ложится? Хорошо? Ты довольна? Ну, в данный... Ну вот сколько у нас сейчас? 2 прохода всего. Уже пора останавливаться, да, в общем? Нет? Пустота в середине только по мелочи. А закрашивать еще проходы-то? Нет, мы будем ее еще красить. Сейчас мы нанесем сюда анестетик и уйдем на вторую. Получается, ты даешь отдохнуть брови, да? Просто уходишь на... Да, я ее не мусолю, ну, не мучаю как бы кожу. Есть разница, знаешь, в работе минералами, там, кровит, не кровит больше? Вот что-то такое замечала? Ну, минералами я здесь более грубо иду, и где-то там пару сосудиков они дали о себе знать. Ну, хотя, может, это не из-за моей, опять же, не из-за стиля работы. Мы видим, что и кожа, она все-таки такая, имеет покраснение. Возможно, это просто особенность кожи. Снова я себе восстанавливаю эскиз. Ты, получается, за белой границей по розовой коже рисуешь, а белое – это твое место работы, да? Да, белая, рабочая зона. И также с хвоста я иду и делаю закрас. Уплотняю тело брови и всю нижнюю часть. Наверх особо не лезу. Штрихи туда-обратно. Вольтаж у меня 5 стоит. Игла, не помню, говорила, нет, 27-я игла. Тонкая заточка. Бывает в работе, я вижу, ну, то есть мы же оцениваем поведение кожи, как она себя ведет. Всегда работать я начинаю с тонкой заточки.
И бывает, Острая, видишь, ты имеешь в виду, да, острая заточка. И бывает, наблюдаешь, что либо сукровица там на втором проходе уже пошла, то есть кожа, ну, как-то себя ведет, ну, не очень комфортно. Мы меняем иглы. Или я вижу, что пигмент не имплантируется. То есть красишь, а его ну, как будто нет, не хочет он туда заходить. Мы меняем либо заточку иглы, либо толщину иглы, либо вольтаж. То есть начинаем сначала, мы дергаем вольтаж туда-сюда, там выше, ниже. Если это не помогает, мы меняем иглу. Ну, либо даже меняем аппарат. Короче, вместо того, чтобы менять нажим, усиливать, да, ты меняешь все, что Нажим можно, нет, другое. Нажим мы не трогаем. Если посчитать количество штрихов, то на плотную часть и на прозрачную часть примерно сколько кладешь? Потому что ощущение, что ты буквально 2 штриха кладешь вот здесь вот к поверхности. Это потому что ты потом наискосок пойдешь, да? Да. Мгм. То есть основная работа штрихов 50 на плотной части, а потом вот штрих наискосок у тебя начинается. Да, я здесь пытаюсь градиент прям красивый сделать. Сейчас я иду на себя. То есть всегда на себя. Я не работаю, не повторяю, как на той брови было, да, что я бы вот так, например, шла. Во-первых, штрихи такие от себя я однозначно Сложно где-то сделать. заглублю, да. Просто я немножко села на угол и на себя веду закрас. Главное, чтобы тебе было удобно, да? Да, я подхожу к головке, также более разрежена, по ней побегала, чуть-чуть ее ранила. Ну и низ брови сейчас еще подзакрашу. Здесь сейчас также нанесем сустаин. И идем на первую. Сейчас в чем будет работа твоя основная? Также набирать цвет плотнее, ярче. Цвета я должна положить сейчас чуть больше, чем это был бы гибрид. Мгм. То есть ты добиваешься большей яркости. Ну, чуть-чуть, да. То есть были бы гибридные пигменты, может, я там на 5 минут быстрее бы закончила работу. Ну, нет такого, что гибриды, например, я час буду, а минералы сейчас 2 часа буду ковырять. Как быстро ты пришла к этому пониманию? То есть вначале же ты наверняка копалась дольше минералами. Ну, все-таки есть же разница в укладке. То есть пока ты это... Укладка есть, я поняла, да, что дело не во времени, сколько ты будешь укатывать кожу. Можно красить там 3 часа, например, я буду их ковырять, но при этом я и травмирую кожу больше, намного больше. Чем больше я травмирую кожу, тем хуже будет процесс заживления и больше корка. А с коркой обязательно отвалится краска. Когда есть корка, всегда идет потеря прокраса. Поэтому я вот изменила просто стиль работы. Более резво я его заталкиваю. То есть время на клиента у меня то же самое. Вот у меня стоит в расписании там 1:15. Ну, мы его не увеличили, когда вот начали работать минералами. Все так же. Другой стиль. Ты когда клиенту говоришь, чем будешь работать, говоришь ли ты, что они продержатся меньше времени, минералы, то есть будет мягкий результат? То есть ты просто выбираешь в соответствии с пожеланиями клиента, с его кожей, там, волосками, цветом волос, сама краску, не обсуждая с ним? Гибрид, минерал. Они не поймут, им это вообще ни к чему. Основное количество не погружается. Особенно если ей еще сказать, что там они меньше на месяц или на 2 продержатся. Они же многие экономисты такие. Конечно, выберут Они на хотят на 10 лет брови. Я смотрю вот просто по ней, какая она. Кто хочет яркий результат, вот она приходит, говорит, вообще там самые яркие брови мне сделайте. Ну, конечно, я возьму гибрид. Какой уход на бровях? А брови мы протираем хлоргексидином или мирамистином, умываем, конечно же, водой с мылом и мажем вазелинкой после всех этих манипуляций неделю. В принципе, все. А умываем первый день или каждый день? Все дни умываем, моем.
смываем эту... Каждый день до кровь. конца. Да. То есть там на 3-5 день размочить корки, содрать их. Нет? Не-не-не. Каждый день она умывается. Они, вот как ко мне приходят, говорят, что у них, ну, я им говорю, день на 5-й, там корочка, легкое шелушение. У них нет корок. Корки бывают у кого? У клиента с проблемной кожей. Это такая кожа сильно пористая, толстая, ну, прям по ней видать. Что будет сукровицы много, да? Да, что ее тронешь, и она течет. Ну, это вот толстая кожа. Или кожа после солярия, которая там вся изнеможденная, выжженная. И губы, значит, тоже надо каждый день, да? Мыть, умывать, да. Ну, мы все моем. У них смывается вот эта сукровица постепенно, и нет курки. Снова я сейчас пойду косыми, буду выходить наверх. Мягонько. Более редкие штрихи. Здесь я такую дымку хочу создать. То есть я не делаю тут плотняк. Но вот уже от эскиза изначального нету никаких намеков, кроме того, что ты нарисовала. И ты настолько уверена, что все симметрично и четко, что не сажаешь, да? Я ее буду сейчас присаживать. Есть момент, когда ты сажаешь, чтобы сравнить, да? То есть это когда одна уже ну, почти закончена, а вторая сырая, да? Когда есть возможность менять что-то. То есть я их буду подгонять друг под друга. Так, сейчас можно уже подзалезть в головку. Ну, как бы я и уже в ней была, можно сказать. Снова намечаю. Тын-тын-тын. Хвостик. В хвостике тоже такой рост идет интересный. Вот пучок волосков. Пробел, пробел и снова пучок. Ты будешь в пробелах ярче работать? В пробеле я чуть-чуть пройдусь ярче, потому что она будет его видеть. Ну вот я даже сейчас его вижу. Ну, в волосках ты бы нарисовала там волос, да? Да. Вот я немножко здесь похожу. Как бы не вот по заживлению какой-то там разницы или пятна. Просто обозначить. И в головке я могу вот таким просто веерочком от себя. От себя? Сейчас, да, от себя. Но я натянула кожу. Мне удобно, мне комфортно. То есть ты как бы отступила сантиметр от края и сантиметровый почти штрих во внешнюю часть веером рассыпаешь эти точечки, правильно? Да, не плотно, прям такую пыль. Когда я буду присаживать, я буду смотреть и думать, насколько я могу вообще плотно здесь сделать. Могу ли я еще там добавлять или стоит оставить. Когда я ценю ее лицо полностью. Кому-то и идут вот эти, такие выраженные головки. Снова сустоин. Вторая бровь. Ну вот здесь я немножко сейчас затемню низ. И, наверное, как раз буду ее садить и уже проверять форму, да, чтобы не наверху. Какие бывают проблемы? Вдруг у меня уедет излом. Низ у тебя очень хорошо зафиксирован, просто я вижу, да, поэтому ты там бесстрашно сейчас затемнишь, да? Просто я себе отметила. И хвост, самый кончик, он чуть мягче. Я из самого кончика не начинаю, я начинаю чуть позже. И пошла закрашивать. Прям туда-сюда, не боясь плотно. Кожу я уже поняла, я не боюсь ее заглубить. Просто набираем цвет. У тебя рука на весу, это не мешает тебе? Ну, я ее сейчас как бы держу. Но если я чувствую, что мне неудобно и рука болтается, я обязательно, конечно, ищу точку опоры. То есть опора на локоть, она должна быть всегда. Иначе сложно регулировать глубину. Да, иначе пляшет рука то глубже, то поверхностнее, да? В головку я сейчас не залезаю.
И немножко я ее все-таки визуально потеряла. И мы ее сейчас будем перепроверять. Я делаю плавный переход, то есть мне нужен градиент. И мои штрихи, они все идут на вылет из формы. И я для себя сейчас отмечаю, докуда я могу вести свой штрих, вот как раз вот этот сам вылет. Да? То есть по заживлению они будут уже. Так, и вторую бровку. Так, так, так. Начало брови отметила. Все, ложимся. Вообще, кстати, чтобы не терять эскиз, раз мы обсуждали это, нужно учиться штриховать, и все. Ничего себе, ты открыла Америку. Чтобы все штрихи, ну вот, проходы были продуктивными. Потому что бывает, они делают первый проход, стирают, там вообще ничего нет. Но это только недостаточные тренировки, я считаю, и все. У тебя есть какие-то любимые тренировки, там, свиная кожа, апельсин? Да, не обычный латекс. То есть тут дело в стабильности, да? Стерла, если равномерный штрих, значит, ты... Равномерно закрашивать, да, густо, плотно, все. Машинально. Прям я вижу сукровицу, да. Все-таки на гибридах меньше Ну, травмируется. подвыжимает, вот видно, она красная. Она же вот вся красная кожа. Что я понимала, что ну, оно будет на ней. Сосудистая. Ну и анестезия выжимает тоже. Как бы тут не так травма. Была бы эта травма, она бы отекла. Отека нет вообще. Мы просто замечали, что на работе минералами, ну чуть-чуть, вот, то есть на гибридах вообще на сухую, потому что все равно ты работаешь легче, поверхностней, чем на минералах. Ну, мягко, да. И были бы у меня сейчас гибриды, тут бы было сухую бы работала. засажено бы все. Да, с этим усилием. То есть это же я об этом говорю. А если на гибридах мы работаем так, что прям ни капельки сукровицы, то на минералах все-таки бывает, что выступает. Конечно, от кожи зависит, но все-таки чаще, чем на гибридах, правильно? Просто потому что нажим другой. А кроме нажима ты не меняешь ни вольтаж, ни скорость, ни схему, все то же самое, да, на гибридах, когда работаешь? Нет, не меняю. Ну, меняю вольтаж, только вот под кожу бывает. Подстраиваешься. Да. Бывает, что прям просится его уменьшить, например. Как ты это понимаешь? Ну, не идет. Или, например, у меня вольтаж, ну, допустим, стоит 5, я начинаю работать, и в работе вижу, что у меня там первый, второй проход, сразу, например, пошла сукровица. Я могу поиграть вольтажом, его убавить, ну и смотреть, как она себя ведет. Успокаивается или нет. Либо наоборот, на низком вольтаже, там 4 у меня, например, стоит, я начинаю работать и вижу, у меня пошла сукровица. Ну, все потекло, как на бровях, так и на губах. Тоже я могу увеличить его, допустим, и все, у меня успокаивается кожа, и работа становится комфортной. Слушай, ну брови сложные, вот они волосатые, достаточно рельефные волоски, и вот эти пустоты, Рельефная, да. да, их прям вот надо как-то запомнить. А у вас вообще волоски, там бывает, что чаще отрастают, еще там гуще становятся, или вот это вот стабильное состояние? Да, Стабильно, ну да. С такочками. Мгм. Получается, вот в пустых местах надо чуть-чуть ярче, да, прокрасить. Еще надо найти сейчас вот эти пустые места. Я в конце, ну, когда вторую бровь доведу прям до ума, нанесу на обе брови сустаин. И мы подождем там полминуты-минута, чтобы они все побелели, побелела кожа. И мне было видно, где прокрас, его равномерность. И, возможно, я буду где-то что-то добавлять, дополнять. Ты когда-то совмещаешь волоски с растушевкой? Нет, раньше совмещала, но сейчас я на это смотрю и восторга не испытываю. Иногда могу в середине так шлифануть, но в одну процедуру
Нет, не делаю. Портим волосок растушевкой. Ну, часто. Но я если делаю, то только между волосками, когда границы внешне очерчены волосками. Поняла, да? Ну, как бы имитация пучка условно. Какая красивая, она прям расцветает у нас, бровь наливается цветом. Сейчас станете, а на бровях розы. Расцвело все. Да, да. Ну, цвет он так стабилизируется прям. Тебе 24? Полиции? Что ты там делаешь? Вару не хочешь? В смысле? Это очень Не страшно? долгое переосознание мышления. Смотри, Марго добилась, ну, наша этот амбассадор. Это до, это сразу после. Ну, так, тоже нежненько. Это зажившие волоски. А чем? Минерал, каштан. Поняла? Ну, то есть, Ну вот кожа классная, она видно, прям Кожа такая хорошая, очень да. удобная. ну, прям нежненько так. Они как-то, я замечала, что они, знаешь, в волосках гибриды иногда заживают как бы пунктиром, каким-то таким разрывчиками. А здесь они вот как-то сливаются. Ну вот здесь они бы тоже могли разрывчиками у нас зажить. Ну, это часто бывает из-за плохой кожи, да. Сейчас я наметила снова эскиз, восстановила и начинаю прям дотачивать форму. Проверяю насыщение пигмента, да, чтобы оно было однородным достаточно. Кстати, почему я прыгаю с одной брови на другую, это мне дает, ну, все-таки количество проходов и равномерность их, плотность как-то контролировать. Если бы я сделала полностью одну бровь, и она бы у меня сейчас такая была уже потемневшая, насыщенная, я могла бы вторую перетемнить. Но они, получается, должны в одном состоянии находиться, я имею в виду анестезию, чтобы ты могла их сравнивать, правильно? Анестезию, да, я докладываю, ну, немного, но, как я сказала, мы в конце сейчас с Устаином еще все это дело выровняем. Проверим себя веерочком. В головке я прошлась. Вот здесь в хвосте, кстати, такой же участок прям провал. Проплешина, ага. Слушай, а вот эти вот пупырышки на коже, вот я их вижу и на брови, и они создают на себе как бы пятнышки, получается, видишь? Ты будешь что делать с ними в конце? Они же рано или поздно выборят с краской, с моей. Игнорируем их, короче. Ну да, я не обращаю внимания. Провал я снова прошлась, подзакрасила. Кстати, вот она просила, да, выраженные достаточно вот эти вот места, изломы. Мы даже можем их делать, ну, оттягивать на них внимание не именно тем, что я там выше ее нарисую, да, такую злобную бровь. Нет, мы можем просто цветом даже акцентировать и сделать более яркий акцент. И они будут видны. Просто до начала работы было видно, что вот это место и так широкое, где излом, ярко выраженная головка на сужение идет. И низко довольно находится к глазу. Я бы вот здесь не выделяла бы. Они есть, они видны довольно. Ну, они у нее есть, да. А то переползет акцент на излом и будет такой тонкие острые головки и широкие изломы.
тоже острые. Ну, конкретно в этом лице мне, например, не хочется. Мефистофелевские брови-то. Вот как раз где мне нужна дымка, я делаю более длинные, более быстрые штрихи. То есть укладываю более разреженный пиксель. Точками не заживет. Мгм. Наверное, чем суше кожа, да, тем быстрее точку получаешь. На сухой, да, или на возрастной. Точек я давно не видела. Опять же, тонкая игла на такой точке не даст при правильном нажиме, конечно. Раньше мы специально делали точки. Вот мы выдержали минуту с сустаином. И что я вижу, как я уже говорила, вот эта бровь растет чуть повыше, да, более плотная по верхней границе. Поэтому здесь на второй я немножко добавлю закрас по верхней части, чтобы выровнять визуально плотность. И симметрию, соответственно. Ну и симметрию, да. То есть я уже подстраиваюсь под рост волосков. Смотрю насыщение. Штрихи ты кладешь когда как? Есть какая-то... Сейчас уже как Смотря как пробел, да, лежит, наверное. смотрю и уже понимаю, как я должна на себя там. Я могу и вот такими вот барашками идти, ну, как угодно. Главное, чтобы они были разрежены, чтобы это не было пятно. Стираем, смотрим. Причем так кожа быстро возвращает вот эти все покраснения, да, я чуть-чуть прошлась, пробежалась. Ну, да. То есть вот этого выбеленного состояния надолго не остается. Здесь как на губах не получится консилер, да, нанести. Ну, теоретически можно, но... Не, ну наносят, но я не вижу смысла, зачем. Так, здесь немножко хвостик доработаем. Здесь мне не нанести консилер по верху брови. Она же у меня градиентная, как я там. С какой точки начать? Как я переведу растушевку в цвет консилера плавно. Прокрашиваешь ты, получается, с такой насыщенностью, что с учетом примерно половины, что уйдет, да? Ну, 30% точно, да, мы не увидим через месяц. Ну, вообще на сегодня я считаю и пытаюсь призывать и клиентов, и мастеров, ну, не делать какие-то плотники вообще, в принципе. Они же некрасивые. Но есть категория клиентов непереубеждаемых. Ну, есть, да, мы их прячем, не показываем никому. Ну, я уже стараюсь не выставлять, не демонстрировать такие работы, какие-то яркие, графичные. Перманент должен быть невидим, ну, неуловим. Я тут согласна. Это же тайна. Не декоративным, он не должен быть декоративным. Да. Будешь ты перед тем, как фотографировать, еще наносить сустейн, чтобы выбелить? Нет, не буду, потому что именно на этой коже он себя ведет, он очень начинает граничить белое и красное. Слишком четкая граница, да, появляется? Да. Ну и по фото, конечно же, мы очищаем, да, от брызг, от волосков все лицо. Лицо чистое, красивое, причесали. Вокруг убираем все лишнее. И делаем фото. Во-первых, свет. Свет должен быть либо над головой, либо с затылка, да, то есть он не светит у нас с подбородка.
Второе. Телефон. Мы не просто камеру, да, настраиваем, мы еще в телефоне немножко приближаем. Для чего? Чтобы убрать эффект вот этого рыбьего глаза. Клиент смотрит просто прямо перед собой. Глаз повыше чуть-чуть, глазки, еще чуть-чуть повыше, еще. Вот. Открытые, распахнутые глазки, потому что на фото, опять же, в соцсетях красивые распахнутые глаза привлекут больше внимания, чем там какой-нибудь клиент с бровями, с закрытыми спящими глазами. Фотографируем мы вот прям стараемся ловить фокус именно на бровях. Делаешь ли ты портретные фото? Портретные я не делаю. Почему не делаю? Потому что все клиенты, которые, допустим, ко мне сейчас ходят, я не могу их просто выложить, это кто-то. Так, а макро у тебя что? Как это? Я выкладываю портреты моделей. Ну, кто пришел бесплатно, не имеет права уколоться. И макро. То есть я стараюсь сфоткать свои красивые пикселечки, плавный градиент стараюсь показать. То есть тут уже кусочки брови получается, да? А остальное замылено. Ну, целая бровь, да, она попадает у меня в объектив. Бывают, кстати, клиенты, у которых, ну, вот бровь такая вниз растущая. Ну, можно схитрить иногда на фото, где-то пальчиком подтянуть. Ну, не в данном случае. Слушай, сейчас даже модно, это когда вот так вот сами берут, натягивают себе. Да. Видела много таких фотографий? Не, ну тут красивая форма сама по себе. То есть можно брать ракурсы, что камера, она тоже как бы из-за головы, и бровь такая еще более, ну, форма интересная получается визуально. Ну, кстати, сделаем мы портрет. У нас красивая девочка. А на меня глазками посмотрите. Камеру или на вас? Сквозь телефон вот просто на меня. Портреты тоже лучше фоткать и камеру не с подбородка держать, а немножко либо над головой, да, над центром, либо из-за головы, чтобы не делать вторые подбородки, да, и все прочее. Мы закончили нашу процедуру татуажа бровей, рассчитывали сделать волоски, но у нас пришла такая модель с такими рельефными бровями, именно волосками с не очень хорошей по качеству кожи для волосков, и мы изменили мнение и сделали растушевку. Если вдруг вы все-таки хотите увидеть волоски от нашей Екатерины Королевишны, пишите в комментариях, и мы вызовем ее еще раз обязательно. Также в описании к этому видео будет ссылка на ее инстаграм, поэтому вы можете написать ей лично в директ, например, задать какие-то вопросы, а можете написать прямо вот здесь в комментариях, и она тоже обязательно залезет, прочтет их и ответит на ваши вопросы. Всем спасибо за просмотр. Что ты хочешь сказать? Нет. Наговорилась? Всем спасибо, всем пока.